Важно помнить, что дикие животные могут вести себя непредсказуемо и маловероятно, что кит намеренно атакует человека. Важно уважать дикую природу и держаться на безопасном расстоянии от диких животных в их естественной среде обитания. Давай я расскажу тебе эту историю. Киты-властелины океана. Это огромные, быстрые пловцы, весящие до 160 тысяч килограммов. Они могут заглатывать бесчисленное количество рыбы и креветок своими огромными ртами. Даже свирепые акулы их боятся. Киты не позволяют причинить вред кому-либо на их территории или оспорить их статус. У них почти нет естественных врагов в океане. Они часто висят в этой комфортной среде и даже шутят о том, чтобы выдворить других морских существ. У китов доброжелательная натура, и они млекопитающие. Хотя они живут в океане, они используют легкие для дыхания и должны всплывать, чтобы вдохнуть воздух. У них также добрая натура, потому что они вытаскивают своих детенышей из воды, чтобы те не утонули в море. Когда они сталкиваются с тонущими или барахтающимися существами в море, они помогают им, как если бы заботились о своих детенышах. За рубежом часто происходят инциденты, когда киты спасают людей. В этой истории кит пришел на помощь, чтобы защитить ныряльщика, оказавшегося в опасности. В то время ныряльщик снимал под водой, и основным объектом, который он и его команда снимали, был один из самых опасных хищников моря — акула. На самом деле ныряльщик тоже очень испугался, когда узнал о своем задании. Одна мысль об острых зубах акулы заставила его сильно бояться. Но чтобы выжить, ему пришлось это сделать. К счастью, вскоре после погружения в море он увидел акулу, плавающую у поверхности. Треугольный спинной плавник акулы выдал ее. Так что ныряльщик осторожно достал свое оборудование с лодки и опустил его в воду. Ныряльщики следовали за акулой на расстоянии, пытаясь сфотографировать и записать ее движение, не беспокоя ее. В этот момент ныряльщик почувствовал, что течение внезапно ускорилось, а также почувствовал, что крупный объект быстро движется к нему. Ныряльщик почувствовал, что что-то пошло не так, но его движения были слишком медленными, чтобы избежать этого. Он не мог ничего разглядеть в одно мгновение и быстро оказался проглоченным китом вместе с камерой. Ныряльщик почувствовал себя в отчаянии и не ожидал умереть так быстро. Тем не менее, он был удивлен, что кит его не укусил, потому что боли он не почувствовал. Как только ныряльщик почувствовал себя сбитым с толку, он почувствовал толчок назад, а затем был выплюнут китом. И тогда ныряльщик увидел, что его проглотил огромный кит. Кит выплюнул ныряльщика и не уплыл сразу, а использовал голову и рот, чтобы подтолкнуть его к поверхности. Примерно через 10 минут ныряльщик наконец добрался до поверхности. Кит только хлопнул своими грудными плавниками и повернулся, увидев, что ныряльщик в безопасности на борту. И только тогда ныряльщик понял, что кит беспокоился, что акула его атакует. Этот кит был действительно умный. Мозг китов может достигать 9 килограммов, а количество нейронов 20 миллиардов. Хотя они не так умны, как люди, их интеллект тоже очень высок. Они могут определять существа, нуждающиеся в спасении, и помогать им осознать свою ценность, что свидетельствует об инстинкте и способности к эмпатии. Киты — воины океана, и они часто видят свет дня. Есть много других примеров того, как киты спасают людей. В Вавилла-Бич, Калифорния, Йоланда и Рафаэль пережили удивительную встречу, плавая на байдарках в солнечный день. Они договорились покататься на байдарках и понаблюдать за горбатыми китами. В то время они хорошо проводили время, но, к удивлению всех, горбатый кит внезапно выпрыгнул из моря и проглотил Йоланду и Рафаэля вместе с их байдаркой, заставив других пассажиров закричать от страха. Этот процесс был заснят другими туристами. В тот момент Йоланда и Рафаэль внезапно почувствовали удар тяжелого объекта, рухнувшего на них,
а затем оказались в мягкой полости, где было настолько темно, что они ничего не могли разглядеть и не могли найти выход. После этого они поняли, что их не могла проглотить огромная акула. В тот момент они были уверены, что умрут, и не знали, что делать. Очень расстроенные, они все же не потеряли надежду выжить, а приложили усилия, чтобы найти выход. Они обнаружили, что существо, проглотившее их, не имело зубов, поэтому они не были разорваны. Но они испугались, что это может быть существо крупнее акулы, такое как китовая акула или китообразная. Хотя у этих гигантских животных и нет зубов, их сила укуса намного больше, чем у людей, поэтому выбраться из их ртов или желудков практически невозможно. В отчаянии Йоланда и Рафаэль увидели свет. Оказалось, что их выплюнули и вернули на поверхность. В тот момент они находились во рту огромного кита. К счастью, кит не захотел их есть. Он быстро раскрыл рот, чтобы выплюнуть их. После этого Йоланда и Рафаэль повезло выжить. Я думаю, что странный опыт Йоланды и Рафаэля и ныряльщика позволит им хвастаться им всю оставшуюся жизнь. В конце концов, не каждый может увидеть кита своими глазами, не говоря уже о том, чтобы быть проглоченным китом и остаться в живых. Хотя киты кажутся очень сильными, на самом деле они очень хрупкие. В наши дни человеческая рыболовецкая деятельность привела к резкому сокращению численности морских животных, и большинство из них оказались на грани вымирания. Киты тоже сильно пострадали. На самом деле люди причинили им много вреда. С ростом человеческой активности в морской воде становится все больше загрязнения, такого как белое загрязнение, разливы нефти и радиоактивное загрязнение, что угрожает жизни многих животных. Есть много пингвинов, покрытых топливом, альбатросы, полные мусора в животе, черепахи с 12-сантиметровыми пластиковыми трубками в носу и аисты, покрытые пластиковыми пакетами. На суше киты не могут избежать трудной ситуации с загрязнением морской воды. Они поедают рыбу, отравленную морской водой, их кишечник раздувается, как воздушный шар, и в конце концов они выбрасываются на берег. Важно осознавать важность защиты окружающей среды и дикой природы, чтобы построить лучший и более сбалансированный мир. Важно предпринимать конкретные шаги по защите окружающей среды, такие как сокращение нашего углеродного следа, поддержка устойчивых практик и поддержка организаций, работающих над защитой дикой природы и окружающей среды. Спасибо за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться. Дайте знать, что вы думаете об этой истории в комментариях ниже. До встречи!